greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. Всем привет, друзья! Сегодня разберем такую тему, как тренировка элементов с заплытанным весом. Выходы на 2, подтягивание одной, передний вес и все остальное. Разберем именно по технике выполнения, а также каким способом нам крепить дополнительный вес на теле. Пояс, жилет-утяжелитель, утяжелитель на ноги, что лучше. Собственно, вообще нахрена это нужно? Это же довольно травмоопасно. Но сами по себе, допустим, выходы силой с дополнительным весом, подтягивание на одной руке с гирей, это силовой трюк. Это зачтется вам на соревнованиях, ну или где-нибудь в соцсетях, да. Также, если вы уже топите как царь, в многоповторочку делаете 10-15 выходов на 2 спокойно, то почему бы не спрогрессировать нагрузку, используя дополнительный вес? Не обязательно же брать веса, где ты на раз только делаешь максимум и все. Можно взять небольшой вес и делать в рабочем диапазоне повторений. Итак, для выходов на 2 лучше всего использовать пояс-утяжелитель и широкий, а не гирю. Почему? Все дело в центре масс. Нам нужно вес дополнительно смещать вперед. Мы можем положить на коленки и сгибанием колен выдавливать его вперед во время выхода. Тем самым относительно перекладины у вас будет равновесие по центру массы, и вы будете легко себя перекидывать через перекладину. С жилетом-утяжелителем это невозможно сделать, он будет оттягивать вас назад, вы просто не перелетите. То есть вот в чем фишка, да? Вот, мы когда перелетаем, нужно, чтобы вперед уходил. Вот так. Если он будет промеж ног болтаться, туда, вас будет оттягивать назад. Потому что у вас все тело за перекладиной находится, тянет назад. А нужно, чтобы что-то еще спереди было, да, чтобы было равновесие, баланс. Стартовать нужно с позиции такой, чтобы ты доставал перекладину и стоял на земле. Лучше сзади, чтобы сразу ушел в раскачку. Да? То есть я вот стою сюда, закидываю вперед, упираюсь коленями в него. И потом на раскачке делаю, собственно, выход и коленями выжимаю вперед, Вот. Ну, это было слишком грязно, да? Ну, можно чуть почище сделать. Оп. Да? Ну, суть вы поняли. Подтягивать на одной руке мы держим вес именно в руках. И, если помните мою обучалку, если не видели, да, пересмотрите. Чтобы центр массы соблюдался, нужно выводить руку вперед и чуть в бок сюда закручивать. То есть, если вес небольшой, но тут, допустим, 4 килограмма, я могу даже вот так вот вытянуть вперед руку и держать. Тогда во время подтягивания у меня будет тело ровным, не будут ноги подниматься. Поначалу покажется сложнее, неудобно, но это по технике максимально правильно. Если вы научитесь в этой технике выполнять подтягивания на одной, то вы будете выполнять их идеально ровно и будет проще, чем кривобоко. То есть, допустим, держа дополнительный вес сзади, за спиной или еще его как-то поднимая, вы тем самым, во-первых, делаете неправильную нагрузку, если у вас рука двигается. Если вес у вас висит вот так сзади, вы держите и на одной подтягиваетесь, то вам будет сложнее закручиваться. Собственно, вот, вывели вперед, чуть закрутили, хоп, ноги, спина, все ровно, смотрите. 16-килограммовую гирю так не получится удержать. Ну, чуть-чуть вывести вперед, вот так вот хотя бы, да? Можно. Лучше сильнее выводить вот так вот вперед, в ту сторону. Вот видите, недостаточно вывел руку вперед, и ноги стало сразу поднимать. То есть тело ищет центр масс различными путями. Что касается жилета-утяжелителя, для выхода на 2 он не подходит. Лучше он подходит для стойки, отжимания стойки на руках. Также можно выполнять элементы с рычагом, передний вис, флажок, горизонт. Но в этих элементах он не сильно увеличивает нагрузку, потому что дополнительный вес находится близко к центру масс, а суть всех элементов с рычагом — это создание усилия для преодоления этого самого рычага, да. С жилетом-утяжелителем даже немножко меняются углы выполнения элементов, нет увеличения нагрузки на пресс, поясницу, поэтому в таких элементах лучше использовать утяжелители на ноги.
Вес нужно брать совсем небольшой, потому что из-за рычага будет колоссальная нагрузка. Тут эти по 2 килограмма, суммарно 4. Лучше начинать вообще с полукилограммовых. По 2 килограмма каждый, да, утяжелитель. 4 суммарно на ноги, что дает жесткий рычаг. Ох, как тяжело-то, блядь. То есть утяжелителем для ног будет максимально правильный рычаг выполнения упражнений, максимально правильный, похожий на обычный передний вис, да, там, распределение, да, вашей массы, центра масс, в отличие от жилета-утяжелителя, да, но, как я уже сказал, нагрузка очень большая, поэтому нужно брать совсем небольшие веса. Сейчас прикрепил только на одну ногу 2 килограмма, так должно быть полегче, да? Оп! Ну, вот так легко. А вот 4 килограмма уже кажется, ну, в 2 раза сложнее реально, чем вот так. Есть же такой мимас, да, там, не можешь удержать, снял ботинки, хоп, сразу плюс 30 секунд, короче. Так что, если идете на рекорд, даже ботинки лучше снять. Можно упростить себе задачу, закрепив утяжелители повыше. Так нагрузка будет значительно ниже, и можно прогрессировать, просто спуская дополнительный вес все ниже и ниже. Опс. А также еще я выпустил 2 новых видео на Бусти. Топ-5 лучшего и компактного спортивного инвентаря для тренировок дома и на улице. А также видео про побочные эффекты и вред от спортивного питания. Переходите по ссылочке в описании, поддержите канал и смотрите эксклюзивные выпуски. Переходите к тренировке элементов с дополнительным весом только в том случае, если вы уже легко его выполняете. Если это статический элемент, то делайте больше 15 секунд. Если на повторение, то больше 5 повторений минимум. И всегда хорошо разминайтесь, выполняйте с правильной техникой, потому что нагрузочка довольно большая.